Сеньоры и сеньориты, приветствую вас, с вами Сэр Холмс, продолжаю прохождение Morrowind Tomb Raider Rebuild, и найдите парочку отличий в священных землях сегодняшних, священными землями в предыдущем эпизоде. Это трава, да, молодцы, наконец-то это я сделал, меня мучило отсутствие травы, на самом деле еще с самой первой серии Morrowind ванильного. И не знаю, почему руки мои дошли только сейчас ее установить. Ну, конечно, моды — это страшное дело в Morrowind уже модифицированном. Вот, но кое-какой опыт за плечами у меня модификации есть, поэтому вот, пожалуйста. Я счастлив. Ну, посмотрим. У меня есть кое-какие претензии к этому гросскаверу. Это Ремирос Ground Cover. Вау, как тут темно. О, будем посмотреть, да, как оно. Да, и, конечно же, я полез сразу на руины, в подземелье. На травку особо не полюбовался пока. Ну ничего, это мы все наверстаем обязательно. Я, наверное, давно не обедал. Хотя... Яйца в заброшенной крепости, кишащей мертвецами. Наверное, не лучшая идея употреблять. Так, что у меня по урон огнем? Хорошо. Так. Скелет Варлорд. Чемпион. Так, что-то меня как-то слабо тыкнул. Как у меня там с... Не, сложность соточка стоит. Чемпион. Ну, они не очень. А, кстати, у меня тут какие-то даже... О, повысил навык. Ну, на один удар, наверное, хватит теперь заряду-то. Вот, значит, напоминаю сам себе и вам и сам себе заодно, что в планах. Моих. Ну, просто продолжить квест в гильдии. Найти шахту Квама. Опять лежит вниз ногами. Что ты будешь делать? Ладно. Я помню, в Morrowind просто читают все так. Вообще. Вверх ногами книги. Какие-то отступники, да? Это вероломные. Блин, интересно, слушайте. Дайте-ка уточню по поводу этой книжки. Уточнить инфы не получилось, потому что... Сиродильский бренди. Я еще был вынужден обновить MGXE. Ну, если кто не в курсе, это главный мод такой. Точнее, даже сказать, программа, которая позволяет ставить классные графические моды на Morrowind и работать, в общем, этим модом. Вот, и теперь я не могу совсем сворачивать игру. Раньше я мог, но все равно ее приходилось перезапускать, потому что он переставал работать просто в игре. Вот сейчас я свернуть не могу. Но как бы то ни было, все равно мы эту книжку зачитали уже с вами, да? Подсказочку вы видели или видите сейчас справа вверху. Если мистер Шаденфроде еще следит за выходом моих эпизодов, думаю, ему будет это интересно. А вот, если Мария еще следит. Ну и вообще всем, кто заинтересован в отношении к некромантии в Morrowind'е, в частности. Вот. В этой книге описываются взгляды на некромантию. С одной стороны, коренного населения Morrowind'а, с другой стороны, на некромантов Запада. Одни скелеты-чемпионы ходят тут. Ну, это бывшие имперские легионеры, наверное.
Хотя, не знаю... Ну, кто тут еще может быть, скажите? Стальные мечи. Стальные копья. Ну да, вон имперский койф. Ну откуда там такая книга? Может быть... Хакло. Вот типа лаврового листа же. Зачем столько этого хакло имперским легионерам? Не понимаю. Еще куда-то ниже спуститься можно. Так вот, может на этот форт напали какие-то местные фанатики, местные некроманты и обратили его вот в то, что вы видите. И потом какое-то время здесь еще оставаясь, читали свои книжки тут прекрасные. Это нехорошо. Но я справился на ура, по-моему. Так. Там, конечно, вряд ли что-то такое особо интересное есть, но... Ну, комплектован форт неплохо очень был. Замученный труп. Жуть какая. Все равно проверю. Если я могу, почему бы этого не сделать? Мертвый заключенный. Да, заключенных тут никто, конечно же, думать не стал в таких обстоятельствах. Хотя замки открыты. Ну, собственно, это все. Ну, логично, у заключенных ничего быть тут не могло. Пора идти дальше. Так, у меня есть зелье ман. Да, я ж кучу их варил себе. Десятки тысяч просто. Да, я искал шахту яичную по квесту гильдии, вот что. Я все еще помню, что дорога между Хлерсисом и Сейлином, я где-то как раз на полпути. И от нее на запад... Так, подожди, а на запад или на восток? А, нет, смотри, дорога, значит, на востоке от Тамарил, да, особняка? А шахта находится между дорогой и особняком. И должен быть какой-то путь прямиком к этой шахте, который ответвляется с дороги между Хлерсисом и Сейлином. Так. Да, у меня такое ощущение, что карта даже стала четче. Может, так попробовать побегать? Норем. А что такое Норем? Впервые вижу. Вот этот форт я помню, а Норем. Ну, вот где-то здесь вот Хлерсис. Да, я действительно на полпути. Ладно. Вообще интерактивная карта в Моровинде и в всяких подобных фэнтезийных играх, я считаю, это читерство. Не должно такого быть. Так, нету маны, давай ману восстановим. Подожди, я что выпил? А, это... Нет, это было не то. Надо
надо возвращаться, в общем. Туда я пока не хочу углубляться. Так, только не говорите мне, что это... Что это баг. А, это костер. А вы видели, как он издалека отображался? Непонятно. Ай, ладно, раз уж я сюда пришел. Я вообще после очередного подземелья, вот именно пещеры с разбойниками в предыдущей серии, я так крепко подзадумался о целесообразности их посещения. Я потому что еще в одном из предыдущих эпизодов затрагивал тему, что как-то все очень репетативно получается. Это точно касается вот таких обычных пещер. И еще это касается, ну, по меньшей мере, гробниц. То, что как-то... Вот знаете, обычная, ничем не примечательная гробница или пещера где-то просто в глуши, да, там, ну или рядом с дорогой расположена. Вероятнее всего, ничего интересного там не будет. Здравствуй. Дай-ка... А, у меня амулет даже не тот надет до сих пор. Добро пожаловать, чужестранец. Ты нашел акр Святого Мэриса. О, наверное, паломничество сюда можно было совершить. И говоришь с одним из его временных обитателей. Как тебе здесь нравится? Если хочешь поторговать, поговори с Атисом внутри. А что это за место? Это всего лишь маленькая ферма. Она никому из нас не принадлежит. Храм частенько передает ее тем членам, которые заслужили наибольшее расположение, в общем, чтобы обладать этим местом наиболее верным. В нашем случае наши родители получили ее для нас через их самопожертвование в битвах на пепельных землях Варденфелла. Честно говоря, так как храм покупает наши припасы по весьма хорошим ценам, я не могу пожаловаться на трудную крестьянскую жизнь. Как бы то ни было, однажды наше время здесь подойдет к концу, и несмотря на все признание или все хорошее отношение, я задолжал храму за прошедшие годы. И я не собираюсь оглядываться. Или задолжал там просто, ну как, чувствую ответственность перед храмом, наверное, так можно сказать. Будет иронично, если совершения моих родителей обрекут меня провести всю мою жизнь как фермеру где-то в окрестности священного города. Возможно, наши пути пересекутся где-нибудь еще когда-нибудь. Алхимики посвященные. Слышно тут что-нибудь уникального, интересного? Нет? Квалифицированные рекруты. Кремство. Паломничество. Ну, тут, кстати, дорога какая-то, действительно. Но она приведет в Некром, я пока не хочу туда. Братишки, значит, да? А у вас тут что интересно в подвале у вас? Очень интересно все. Добро пожаловать в прибежище. Ну, я не знаю, что как акр перевести. Святого Мэриса. Чьи скромные резиденты к твоим услугам. Мы продаем то, что выращиваем. По большей части в храм. Но если ты хочешь купить, ну, или, возможно,
Ты захочешь помочь моему брату Индрису расширить его библиотеку? А что это такое? Мы с Индрисом получили в распоряжение эту ферму от храма. И я верю в то, что нам следует хотя бы попытаться оправдать эту честь. Хотя никто из нас формально не служит храму. И никто из нас не собирается посвятить полностью жизнь работе в храме. Но если человек или мир живет в месте, названного в честь святого, он должен, по крайней мере, знать его Евангелие. А Индрис, как бы то ни было, довольно легкомысленно смотрит на такие вопросы в последнее время. Не могу сказать, что он прямо-таки теряет свою веру, но он мечтает о жизни путешествующего искателя приключений, отрицая наследие его предков, и ему все меньше интересно в учениях трибунала. Каждый день он живет так, как будто это последний день на этой ферме. Как будто бы на следующий день он отправится в путешествие, никогда не вернется, оставив позади его землю, его предков и все, что он имеет в этой жизни. Что, он действительно хочет забросить это место, покинуть? Мы оба, возможно, его покинем. Акр Святого Мэриса никогда еще никому не передавался в пользование на целую жизнь. Это скорее привилегия, чем работа. Ну, пребывать в этом месте. Делать это всю жизнь, это был бы подарок, которого очень немногие смертные вообще заслуживают. А наше будущее здесь — это не что иное, в общем, наше будущее его не должно тревожить, но он живет так, как будто он гость, который должен будет уйти на следующее утро. Храм не будет, ну, не укажет нам на дверь в тот же день. А мы должны работать, чтобы оправдать, в общем, веру храма в нас, за то, что они дали нам эту позицию. А не ждать, когда это закончится. В последнее время он тратил довольно много времени к подготовке, к отбытию. Хотя особых причин у него на это не было. Он научился неплохо алхимии и купил кое-какую броню. Но что важнее всего, он покупает книги у путешествующих торговцев, проходящих мимо. Книги, которые, несомненно, имеют влияние на формирование его новых убеждений. Я подозреваю, что
Книги, которые он собрал, это рассказы о двемирских городах, доисторических руинах, ковенах некромантов. Едва ли 10-я часть их хотя бы отдаленно имеют какую-то фактическую бытоплеку. И они формируют неправильное направление его мышления, в общем. Ну, в общем, я вижу кое-какую надежду. Возможно, правильная подборочка религиозных текстов вернет его на его путь. Возможно, ты бы мог мне помочь. Если бы ты смог собрать... несколько религиозных текстов храма трибунала. Так, что-то там молитвы и что-то вроде этого, и принести их Индрису. Это будет очень много для меня значить. И полагаю, я смогу также тебя и вознаградить. 3 книг будет достаточно. Индриса наверняка возникнут подозрения, если мы его завалим большим количеством книг. Внезапно так. Они не должны быть слишком сложными для его понимания. Поэтому, если ты найдешь любой из 36 уроков Вивека, лучше оставь себе. О, я думаю, что я слышу, как он заходит в дом. Как бы то ни было, если поможешь мне, я тебя искренне отблагодарю. В смысле, где он тут входит? Ничего он не входит, чё ты? Я еще не успел найти книги тебе. Подожди. Мне интересно, как этот квест работает теперь. У меня обновится журнал, когда я найду какую-то из этих книг. Так, что ли? Поосторожнее с руинами Дрейкхолда на запад. Это неудавшееся имперское расширение, так сказать, в года, последовавшие за перемирием. Я слышал плохие вести по поводу этого места, поэтому мы от него держимся подальше. Я его уже зачистил. Но я не вижу с ним тем для разговора по поводу квеста никаких. Ну, ладно, может этот квест действительно как-то так по-особому работает. Так, что ж. О, ты сахар берешь, Луна? Прелестно. Но я бы хотел обед взять. У нас... Кстати, можно переночевать в этом храме, даже не в храме. О, пыльца алоэ вера. Так, что тут? Мясо алита, мясо крысы, мясо гуара, мясо никс кончи. Ну, давай мясо орнаты, такой легкий ужин. Маленькое яйцо квамы. И обычный хлеб. Дишанский, слишком много его. Так, ну и должен сторговаться. Отлично.
Так, что по поводу... Это считается? Нет, это не считается квестом храма. Инструкция Тальтмера. Ладно. Так, у нас 8 вечера. Здрасте. Он действительно пришел домой. Вот у него какая-то библиотека, смотрите. Хроники Нчулефта, Ликантропии, Книга Даэдра, Вампиры Варденфелла, Сожаление. Как настроить твой хум. Интересное чтиво. Гравеньевадши Гарпии. Короткая история Империи. Что-то там магики. Кстати, она довольно короткая. Ладно, это, наверное, все равно мне стоит озвучить отдельно когда-нибудь. Свиток невидимости. Ну, смотри, да, он действительно подготовился к походу. Хитиновая броня, зелья, свитки. Руины Кемелзе, ага. Я тоже туда хочу, дружище. Происхождение гильдии магов. Ладно, хорошо, спасибо, понятно. Вот теперь пойду отсюда обратно. Прям хоть, знаете, ставь сюда якорь. Ну нет, это будет слишком. Вообще подобные квесты я воспринимаю все-таки как что-то побочное. Получится, не получится, там. Зайду по пути, не зайду к ним. Да, конечно, место мрачноватое, но выбирать не приходится. С этим дружищей посплю рядышком. Я неприхотливый. Давай до 6 утра. О, там уже какие-то башни Некрома виднеются. Ах, ну не могу нарадоваться этой травке. Как она проминается еще подо мной. Чудесно. Она, конечно, в разных регионах разная. У меня есть небольшие претензии к количеству грибов, которые... Тут еще грибы помимо самой травы. В некоторых, знаете, наиболее плодородных регионах появляются таких так много, черт возьми. Что аж нереалистично. Тихо. Я тут просто очень внимательно пытаюсь искать. Вот там я был, по-моему. Вот, слушайте, какая-то дорога. Там я был и все исследовал вроде как.
на холмик залезу. Смотрюсь с него. А, тут водоемы у нас. А, вот, наверное, эта дорога. Чудесно. Какая-то живность даже там на берегу пасется. Ну, есть у меня, конечно же, небольшие претензии к деревьям, которые я сам поставил, реплейсеры. Но я уже как-то на них жаловался. Но пусть стоят пока. И буду переустанавливать сборку. Это, наверное, когда-нибудь да случится. Обойдусь ванильными деревьями. Посмотрим, как они будут выглядеть. Почему? Потому что разработчики Tamriel Rebuild делали все как раз таки... А, вот, наверное, это шахта. Как раз таки с расчетом на ванильную графику. Возможно, есть какие-то рекомендуемые реплейсеры деревьев. Это же шахта. Он даже не сказал, как называется эта шахта. Ладно. А как? Кому надо передать? А, подожди, у меня есть инструкция от него. Приказы, точнее. Мирос. Мне нужно найти некого Мироса. Ну, здрасте. Вот так меня тут приветствуют, да? You seek information, Arganian. Да, я ищу информацию. Хочешь вылечить моровую королеву, но у тебя нет заклинания излечения мора, значит, тебе надо купить какие-нибудь свитки благословения Дайрира. Только не чудо Дайрира. Они лечат тебя. Благословления Дайрира исцеляют цель. Попробуй найти Крулинуса Пантаниана в форте лунного мотылька или Мираса Сирана в залах Телванийского совета или Уресадрат. Ничего себе, ты меня в Альдрун посылаешь? Да, говорит, иди ищи Мираса. Недоработочка, недоработочка. А чё, где кто? Ладно, явно надо было идти вот сюда. Так, ничего не понял.
А, тут еще проход есть. Вас тут немного, ребят. You seek information, Arganian. Короче. Указывает Галдариора. А ты слишком рано. Когда у меня будет шанс, я доложусь Галдариору, что ты доставил это все прямо ко мне. Надеюсь, что у тебя не возникли проблемы с этими дредре, пока ты блуждал по этим путям. Злостные существа, если спросишь меня. В общем, не останавливай себя от того, чтобы замочить парочку на пути назад. А мне следует начать читать эту книгу, которую Галдариор мне послал. Надеюсь, что я буду способен бороться с любыми заболеваниями, которые могут возникнуть в шахтах в будущем. Мирос открывает книгу и начинает читать. Книга за заклинанием. Галдариор в его... В общем, в этом весь Галдариор, конечно же. Заклинание это несложное, но... Книга это... Ну, до меня, до самого, наверное, не дотягивает. Или что он говорит? Слушай, ты не знаешь ли ты... неважно, не бери в голову. Спасибо, что доставил все это. Я надеюсь, что я смогу извлечь пользу из этой тупой книги. Ну, то ли он говорит, что книга эта для меня слишком сложна, то ли то, что она наоборот... слишком проста. Так, ну что? Я могу, в принципе, телепортироваться, но... You seek information, Arganian. Но. По меньшей мере, я бы хотел тут осмотреться сначала. Ну, я, кажется, тут довольно неплохо все обследовал еще. Тогда, так сказать. Когда бродил тут и искал крипту с вампирами. Вот эти камни добавились, по-моему. Я не припомню этих камней. Вот. Ну, вообще, в принципе, логично. Ground cover, это подразумевает не только траву, а просто какое-то наполнение земли, чтобы ну, просто было насыщение на какие-то предметы, там, объекты. Да, не, телепортироваться я не хочу, наверное. Поблуждаю вот здесь. Ай, оступился. Да ты какой верткий пес. Всего 2 стрелы осталось. Таких. Какой, а? Внезапный парень.
Вот здесь, наверное, можно забраться. А, ну да, я здесь и спустился. В общем, пошел не в ту сторону, надо было туда. Вообще, да, это же восток, а я пошел куда-то на север. Конечно же, все себе усложнил. Ладно, наверное, давайте. Тут все я уже исследовал, всю эту местность. В том числе и путь от Тамарил до Акаморы. Чтоб время не тратить. Ну, одно дело, если бы надо было вернуться к Альтмиру. Но в журнале написано, что сразу надо идти домой. А, это же это. Про дом Дагот. И про его незавидную судьбу. Так, ладно, надо с этим всем разобраться. Итак, вернувшись в Старый Бенгард, я, конечно же, занялся продажей всяких штук, которые у меня тут скопились. Еще примножил свое состояние. И зашел в магазинчик книжный. Вот здесь есть упомянутое как раз укрепление молитв. Или что это? Consolation. В общем, что-то такое. Вроде бы как раз про нее мне говорил тот Данмер. И, наверное, вот это может подойти еще. Посмотрим. На всякий случай возьму еще и это. Не хотят даже 2 септима мне скинуть. Какие каджиты жадные. Кстати, я заметил, что у них довольно уютный магазинчик. Смотрите, тут камин, стулья, столик с печеньками. То есть они садятся, греют свои лапки и поедают печеньки. Прелестно. Вот игра что-то решила вылететь на выходе из магазина, но я воспользовался этим, чтобы посмотреть. Consolation — это утешение. Утешение в молитве, что-то вроде этого. Вот, но... Как бы то ни было, этого пока все еще мало. Говорит, что нужно 3. Насколько я помню, как минимум 3. Так. И вот это двери духов, они тоже что-то про предков и все такое. Возможно, тоже сойдет. Это, конечно, больше именно про предков, чем про реликвию, но... Ну, вообще, не думаю, что мне этот квест удастся прям таки быстро сдать. Быстро закончить, учитывая, что не говорится, какие книги именно нужно искать. Это, тем не менее, хороший повод поизучать... Какая вообще у нас есть литература, опять же, религиозная. Кстати, так забавно получается, что довольно много из того, что я... Да, кстати, решил оставить свое копье доэдрическое здесь. Тяжелое слишком. И все-таки походить с этим, которое мне подарил Амиро из гильдии. Вот, забавно получается, что довольно много книг, из которых я озвучил, они именно религиозные. И это повод продолжить тренд, так сказать. Надо будет еще посмотреть, подойдет ли что-то из... Ну, возможно, что-то из... Вечно забываю это слово. Евангелий. Возможно, что-то из... Да, них можно будет подогнать. Мономиф вряд ли, это сложное чтиво. Да и... Не совсем религиозная. О, кстати, смотрите, даже в Акаморе трава теперь есть.
Ну, правда, да, есть небольшие косяки с тем, как она растет. Но они незначительные. Вот, но, в принципе, я, наверное, попробую еще другую какую-нибудь траву, помимо этой. А, ну да, действительно, тут камни еще у нас. Нематериальные. А зачем ты здесь? Ты же... А ты сможешь отсюда выйти? Вот в старом Эбенгарде, в принципе, трава растет адекватно. За исключением того, что там все заросло на подходах к одному из особняков. Ну, можно представить, что он просто такой заброшенный. А, Мира, тебе, наверное, понравится, что я с твоим копьем хожу, да? Ну, друзья. Зачем вы так? И этот стоит в проходе тоже. О, спасибо. Серьезно. Ой, как меня тут любят и знают, и чтут прям. Кстати, у Амира можно потренироваться. Как пройти? О, просочился каким-то чудом. А, подожди, он же мне и был нужен. А теперь я обратно не выйду, да? Ладно. Как там твоя работа? Доставка посылки — это всегда хороший повод, чтобы удариться в путь и поисследовать дикую местность, если спросишь. А я слышал, что ты уже доставил посылку в личную шахту Герес. И я рад, что я выбрал охоту на Никс гончих. Ну, как бы то ни было, ты сделал хорошую работу. Вот твоя оплата. Да, и вот, возьми еще это. Что это? А, эти... Кусачки. Клещи. Так. Возможно, ты захочешь починить свою обувь после долгого путешествия вроде этого. Я дал тебе... в общем-то, уже все поручения, которые у меня были. Поэтому, если хочешь другие назначения, тебе лучше спросить Лалал Вайрана. Ладно, отлично. Еще один квест позади. Спасибо. Вот, ну и для нас с вами это тоже хороший повод, чтобы закруглиться на сегодня. Вот, да, те книги я выложил, надо про них не забывать. И теперь поглядывать, в принципе, на книги. Выискивать религиозные среди них. Опять же, повод их поозвучивать, попереводить. Вот, и, да, продолжим здесь, в гильдии магов Акаморы, бойцов Акаморы. Вот, спасибо за ваши просмотры, лайки, подписки, все такое. Сэр Холмс, Моровин, Тамриэль Ребилд, пока-пока.